Приветствую всех на канале Горизонт событий. В Японии произошло очередное землетрясение. Его магнитуда составила 5,3. Подземные толчки были зафиксированы на западе страны, в префектуре Исикава. Очаг сейсмической активности залегал на глубине 10 километров. Угроза цунами не объявлялась. Стихия не повлияла на движение скоростных поездов Синкансен, а также не нарушила дорожное полотно в регионе. Данные о жертвах и разрушениях не приводятся. Напомним, что 1 января в западных регионах Японии произошла серия мощных землетрясений с максимальной магнитудой 7,6. Японцы, пострадавшие от землетрясения, вывешивают плакаты на придорожных столбах с просьбами о помощи. Жители пострадавших от землетрясения регионов Японии жалуются на острую нехватку продуктов питания и питьевой воды. Жители города Судзу, как сообщают СМИ, вывесили плакаты, на которых написали «Вода, одеяло, керосин и нуждаемся в переносных туалетах». В данном населенном пункте были зафиксированы длинные очереди в продолжающие работу немногочисленные супермаркеты. Правительство Японии готово выделить 47,4 миллиарда иен, или 32,7 миллиона долларов, на помощь пострадавшим от землетрясений, заявил министр финансов страны Сюнити Судзуки после встречи с премьером Фумио Кисидой. Стихийное бедствие продолжается в центральной части государства уже 6-й день. Средства пойдут на срочное приобретение товаров первой необходимости, а именно питьевой воды, провизии, газовых плит и топлива. В ближайшее время будет согласован экстренный пакет денежной помощи на строительство новых домов для тех, кто потерял жилье. Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines был вынужден вернуться в аэропорт Портленда в штате Орегон и совершил аварийную посадку из-за разгерметизации, причиной которой был выброс окна. Инцидент произошел 5 января. На борту находились 174 пассажира и 6 членов экипажа. Пунктом назначения рейса был Онтарио. Сама авиакомпания Alaska Airlines на своей официальной странице подтвердила, что знает об инциденте и проводит проверку. Жители сотен домов были эвакуированы в Великобритании из-за сильных наводнений после обильных дождей. Уровень рек продолжает увеличиваться после сильных дождей ночью. Сотни домов были эвакуированы, говорится в сообщении местного телеканала. Отмечается, что среди особо пострадавших районов восточная часть Лондона, графство Ноттингемшир в центральной Англии и Глостершир на юго-западе страны. Как сообщила лондонская пожарная служба, в городе затоплен участок площадью более 40 тысяч квадратных метров. В связи с этим около 50 человек пришлось эвакуировать. В графстве Ноттингемшир накануне была объявлена чрезвычайная ситуация из-за поднимающегося уровня рек. Власти призвали жителей наиболее подверженных наводнениям районов готовиться к эвакуации. Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в штате Калифорния. Его почувствовали, в том числе, в центре Лос-Анджелеса, сообщают в пятницу СМИ. По данным Геологической службы США, землетрясение произошло в 10 часов 55 минут по местному времени в районе горной цепи Сан-Гейбриэл в юго-западной части Калифорнии, примерно в 72 километрах к востоку от центра Лос-Анджелеса. В пожарном управлении города заявили, что пока сообщение о пострадавших или серьезном ущербе зданиям не поступало. Огромные волны высотой до 40 футов обрушились на Тихоокеанский регион и остальную часть побережья Калифорнии после сильного шторма.
Американский стратегический бомбардировщик B-1B Lancer разбился при попытке посадки на авиабазе Элсуорт в штате Южная Дакота, сообщило командование глобального удара ВВС США. На борту находился экипаж из 4 летчиков. Все они успешно катапультировались, никто не пострадал. Катастрофа произошла вечером в четверг по местному времени при выполнении тренировочного полета. Отмечается, что в тот момент была плохая погода и сильный мороз. В настоящее время ведется расследование причин катастрофы. Авиабаза Элсуорт временно закрыта для полетов. В Нью-Джерси вспыхнул сильный пожар на складе Элизабет. В результате пожара произошло обрушение 2 крыш. Мэр Элизабет Кристиан Болвадж говорит, что пожар распространился на 3 склада и привел к обрушению 2 крыш. Эти склады являются частью фабрики Зингера, построенной в 1800-х годах. Болвадж сообщает, что на месте происшествия работало более 100 пожарных, и первоочередной задачей пожарных команд было не дать распространиться огню на другие здания. В результате пожара была закрыта 52-я школа, а открытие 13-й школы задержалось. Императорский дом подвинулся ради нового жилого комплекса. Для Питера это первое такое перемещение зданий. Исторический корпус Императорского воспитательного дома 1913 года постройки на Черной речке по рельсам переехал на 52 метра. Такое решение связано с тем, что на этом месте должен появиться жилой дом бизнес-класса, а исторический корпус находился в глубине участка. Сообщается, что в подвале здания смонтировали 2 железобетонные плиты толщиной 300 мм. Верхняя служила опорой, а нижняя – трамплином. С помощью домкратов конструкцию установили на роликовую систему, по которой дом перекатили на новое место. Ехал он со скоростью до 4 см в минуту. Калининград стал похож на замок Снежной Королевы. Из-за сильного ветра и низких температур на побережье Куршского залива растения и постройки покрылись крепкой ледяной коркой. Метеорологи сообщили, что в ближайшие дни в Калининградской области сохранятся снегопады и морозная погода. Землетрясение магнитудой 3,7 зафиксировано в ночь на пятницу на юге Сахалина. Эпицентр подземных толчков находился в 10 километрах западнее города Невельска. Очаг располагался на глубине 10 километров. По информации регионального главка МЧС России, землетрясение до 3 баллов ощущалось в Невельске и селе Горнозаводск. Тревога цунами не объявлялась. Все службы работают в штатном режиме, жертв и разрушений нет. В настоящее время рабочие группы проводят обследование жилого фонда и объектов ЖКХ. Сильный мороз превратил водопады в китайском городе Цинчжоу, городского округа, Вэйфан провинции Шаньдун в ледяные скульптуры. Полюбоваться красивым зрелищем приходит много местных жителей, а также туристов. Вулканологи зафиксировали пепловый выброс на высоту до 2 километров над уровнем моря на Курильском вулкане Эбека. Об этом 6 января сообщил Институт вулканологии и сейсмологии Дворан со ссылкой на Камчатскую группу реагирования на вулканические извержения. Эксплозии подняли пепел вулкана Эбека на 2 километра над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 5 километров на юго-восток от вулкана, говорится в сообщении. Эбека был присвоен оранжевый код авиационной опасности. Отмечается, что активность вулкана представляет опасность для местных авиаперевозок. Вулкан расположен на острове Парамушир, в северной части хребта Вернадского. Его высота
составляет 1156 метров. Спасибо за просмотр, и до завтра на нашем канале. Не забудьте подписаться, чтобы ничего не пропустить, и оставаться в курсе последних событий.